Вы слушаете канал «Голос истории». Сегодня история о мужчине, который рискнул ради мечты, но потерял самое дорогое. О женщине, которая устала ждать результата, и о цене, которую пришлось заплатить обоим. Он всегда верил, что человек должен сам управлять своей жизнью. Не просить, не зависеть, не подстраиваться под чужие правила. Несколько лет он отработал в офисе, серые стены, совещания, отчеты, бесконечные звонки. Все было стабильно, но внутри копилась пустота. Каждое утро казалось одинаковым, каждая пятница– спасением. И однажды он просто понял– хватит. Он уволился без страха, купил новый ноутбук, собрал на столе все нужное и начал. Курсы, видео, статьи, книги. Он погружался в маркетинг, в изучение рынка, потом в криптовалюту, потом в стартапы. Иногда работал ночами, с утра пил крепкий кофе, записывал идеи в блокнот. Его глаза снова горели. Она поначалу поддерживала. Говорила, что гордится, что восхищается смелостью. Ее друзья удивлялись, а она улыбалась. Он у меня талантливый. Все получится. И правда, первые месяцы все шло отлично. Деньги приходили, сделки получались. Даже лучше, чем он ожидал. Они ездили на выходные к морю, покупали подарки, строили планы. Казалось, жизнь наконец повернулась лицом. Но время шло. Рынок изменился, несколько неудачных инвестиций, и поток заказов стал меньше. Он не сдавался, искал решения, адаптировался. Работал еще больше, хотя внешне это выглядело, будто просто сидит дома перед экраном. Доход не исчез, просто стал нестабильным. Но она видела только внешнее. Он дома, в футболке, с ноутбуком, без расписания. Поначалу ей даже нравилось, что он всегда рядом. Но со временем это стало раздражать. Она возвращалась с работы уставшая, а он все так же сидел за столом, с чашкой кофе, в наушниках. Ей казалось, что он живет в каком-то своем мире, где нет обязанностей и усталости. «Ты хоть выходи куда-нибудь», — говорила она. «Весь день дома, все с ноутбуком. Это не жизнь». Он улыбался устало. «Я строю будущее, чтобы нам потом было легче». Но ее это больше злило, чем вдохновляло. Он не понимал, почему. Ведь деньги были, счета оплачивались, жизнь не ухудшилась. Просто он стал свободен от офиса. Но именно эта свобода стала для нее раздражителем. Однажды, уходя на работу, она сказала фразу, которая врезалась в память. «Ты думаешь, ты работаешь, а со стороны, будто ты просто сидишь дома». Он не ответил, только кивнул и снова открыл ноутбук. Не знал тогда, что именно с этого дня их семья начнет трещать по швам. Утро начиналось одинаково. Она– макияж, кофе на ходу, ключи от машины, звонок коллеге. Он– ноутбук, таблицы, графики, звонки клиентам. Два мира под одной крышей, но между ними становилось все больше тишины. Сначала это было просто разное расписание, потом разные взгляды, потом разные жизни. Она приходила домой уставшая. В голове отчеты, планы, звонки начальства. А он встречал ее спокойно, с улыбкой, иногда ужином. Казалось бы, чего еще нужно? Но с каждым днем ее раздражало то, что он слишком спокоен. Он мог сидеть до ночи в одной и той же одежде, с тем же ноутбуком, с тем же выражением лица. Ей хотелось движения, людей, разговоров, а он будто растворился в экране. «Ты все так же работаешь?» – спрашивала она, проходя мимо. «Да». Почти закончил проект. Уже третий день почти, бросала она с усмешкой и шла в душ. Он не обижался, понимал, что ей тяжело привыкнуть. Но с каждой такой фразой внутри него что-то трескалось. Он старался показать результаты, новые контракты, небольшой доход, перспективу. Но вместо гордости в ее глазах появлялось недоверие. Постепенно она перестала спрашивать, чем он занимается. А он рассказывать. Они жили вместе, но не говорили. Она уходила утром, он слышал звук закрывающейся двери и понимал, что ей все равно, где он будет весь день. В офисе у нее появился новый сотрудник, Александр. Молодой, амбициозный, с легким юмором и внимательным взглядом. Сначала просто разговоры, потом кофе, потом обеды. Он умел слушать. И самое страшное, не спорил. Когда она жаловалась, что дома все не так, он кивал, понимал, поддерживал. «Ему просто удобно», — говорил Александр. «Он сидит, делает вид, что работает, а ты вкалываешь каждый день. Нечестно». Эти слова становились для нее оправданием. Она начала верить, что действительно жертва, женщина, на чьих плечах все держится. Он замечал, что она изменилась. Стала холоднее, сдержаннее, меньше улыбалась, больше молчала. Вечером садилась в телефон, отвечала кому-то с легкой улыбкой, а потом говорила: «Это по работе. У нас новый проект». Он верил, хотел верить. Его попытки поговорить заканчивались одинаково. «Тебе просто скучно. Найди настоящую работу, тогда поймешь, что такое усталость». Иногда он ловил себя на мысли, что начинает бояться ее взгляда. Там не было ненависти, только разочарование. Он все еще надеялся, что когда поднимет доход, все вернется. Что стоит чуть-чуть потерпеть? Он не знал, что она уже нашла утешение в разговоре, внимании, в человеке, который не пытался строить бизнес.
а просто говорил нужные слова. Однажды вечером она вернулась позже обычного. От нее пахло чужим парфюмом, на губах след вина. Он хотел спросить, где была, но не решился. Только тихо сказал: «Я завтра заеду за тобой после работы. Давно не гуляли вместе». Она кивнула машинально, не глядя. Он улыбнулся, не подозревая, что этим решением подписал себе приговор. Это был обычный день, ничем не отличавшийся от других. Он проснулся раньше, сделал ей кофе, как всегда, а сам остался дома работать. В наушниках звучал вебинар по маркетингу, на экране таблицы, графики, цифры. Все казалось привычным, но где-то внутри сидело странное чувство, тревога, будто что-то должно случиться. Он не знал, что в это же время она, стоя у зеркала, красит губы чуть ярче, чем обычно. Не потому, что хотела понравиться мужу, а потому, что сегодня в офисе должен был быть Александр. За последние недели они стали ближе. Слишком близко. Переписки, случайные касания, шутки, взгляды. Ей казалось, что рядом с ним она снова живая. И чем теплее становились их разговоры, тем холоднее становился дом. На работе день начался спокойно, совещания, звонки, смех в коридоре. Она чувствовала легкость, ту самую, которую давно не испытывала. Александр подошел ближе, помог с документами, их руки случайно коснулись. Все произошло почти без слов. Остались вдвоем в кабинете под предлогом обсуждения проекта. Дверь закрылась. Шум офиса остался за стеной. Несколько секунд тишины, и она перестала думать. Все, что копилось неделями, прорвалось внезапно. И когда разум вернулся, было уже поздно. Он в это время закрыл ноутбук. Работа шла медленно, а внутри было ощущение, что пора сделать что-то хорошее. Простое, человеческое. Он вспомнил, что давно не забирал ее с работы. Решил поехать, неожиданно, без предупреждения. Хотел подарить этот вечер, показать, что все еще рядом, что не забыл, зачем все начинал. По дороге он заехал в кафе, купил ее любимый кофе с корицей и мягкий круассан. В голове представлял, как она обрадуется. Он даже репетировал, как скажет: «Сегодня я все закончил пораньше. Поехали просто погуляем». Он припарковал машину у ее офиса, вошел в здание, поздоровался с охраной, поднялся по знакомым лестницам, тихо прошел по коридору. Его шаги глухо отдавались между кабинетов. Он услышал приглушенные звуки, будто кто-то шепчет, а потом тихий смех. Не придал значения, подумал, коллеги задержались на работе. Когда подошел к двери ее кабинета, она была чуть приоткрыта. Он собирался постучать, но взгляд случайно зацепился за отражение в стеклянной стене. Мгновение, всего одно, и мир остановился. Он увидел ее, свою жену, ту, ради которой не спал ночами, ради которой работал, рисковал, верил. Она сидела на столе, полуобняв того самого коллегу. Движения, взгляды, все было предельно ясно, без слов, без сомнений. Он не вошел, не закричал, просто стоял, чувствуя, как из груди будто вырезают воздух. Кофе выпал из рук, расплескавшись по полу. Бумажный стакан медленно катился по коридору, а он стоял, неподвижный, пустой. Несколько секунд, и кто-то внутри него умер. Он развернулся и ушел, не сказав ни слова. Никому. Только вышел на улицу, вдохнул холодный воздух и понял, что назад дороги нет. В тот вечер она не заметила, что дверь открывалась. Не заметила кофе у порога, не заметила следов. А утром, когда пришла домой, он уже знал. Знал все и молчал. Он не устроил сцену, не закричал, не спросил почему. Просто перестал быть. На следующее утро, когда она вернулась домой, он уже сидел на кухне, в той самой футболке, в которой работал дома последние месяцы. Перед ним стоял ноутбук, рядом чемодан, на столе ключи, документы и кольцо. Он даже не поднял головы, когда она вошла. «Мы же можем поговорить», — сказала она тихо, будто боялась сама себя. Он посмотрел, взгляд пустой, уставший, слишком спокойный. «Уже все сказано», — произнес он. «Я просто раньше не хотел это услышать». Она попыталась подойти, дотронуться, но он отстранился. «Знаешь», — сказал он, — «когда ты ушла утром на работу, я думал, что заберу тебя вечером, что мы поужинаем где-нибудь. А оказалось, что я забрал из офиса только себя. Остальное ты оставила там. Ни крика, ни обвинений, только слова, после которых не остается воздуха». Через несколько минут он взял чемодан и вышел, без хлопка двери, без прощания. Он снял небольшую квартиру, почти пустую, с видом на город. Работал молча, по 10, по 12 часов. Долго не смотрел на себя в зеркало, не мог, но работа спасала. Крипто, маркетинг, новые клиенты. Прошел месяц, потом 2. Появились первые крупные заказы, потом проекты, потом путешествия. Он понял, что наконец живет так, как мечтал. Свободно, без офиса, без расписания. Работал, где хотел, у моря, в горах, в
шумных кафе или в полумраке гостиничного номера. Легкость, которую когда-то не понимала она, теперь стала смыслом. Иногда он вспоминал, как все начиналось, как она смеялась, как верила в него. Потом, как перестала. И понял, что люди уходят не тогда, когда им плохо, а когда перестают верить в чужую мечту. Она осталась. Та же работа, те же стены, те же разговоры. Александр исчез почти сразу, перевелся, потом уволился. Она не винила его. Все, что произошло, было ее решением. Только теперь за ним тянулась тишина. Вечерами она включала телефон и смотрела фотографии, не лайкала, не писала, просто смотрела. Он в новом городе, с ноутбуком на коленях, в окружении людей, с которыми смеется. В глазах уверенность, спокойствие, свобода. И вдруг она поняла, что то, что казалось ей ленью, было мечтой. Настоящей. Просто она не смогла в нее поверить. Теперь каждое утро начиналось одинаково. Кофе, дорога, офис, тот же стол, те же лица. Только иногда, когда за окном шел дождь, ей казалось, что слышит звук расплескавшегося кофе, того самого, у дверей кабинета. Где все закончилось. Он стал человеком, который смог, а она– женщиной, которая не дождалась. Прошло почти 2 года. Он уже не помнил, каково это– просыпаться с тяжестью на сердце. Теперь каждое утро начиналось по-другому. Легкий шум моря за окном, свежий воздух, чашка кофе и экран ноутбука. Все то, о чем он мечтал, стало его реальностью. Ни офис, ни начальство, ни чужие решения. Только он, работа и мир вокруг. Он сменил несколько городов, жил месяцами в разных странах. Работал там, где хотелось. Иногда в шумных кафе, иногда на балконах с видом на океан, иногда под звуки дождя в горах. Клиенты приходили из разных стран, доход вырос, дела шли в гору. Но главная победа была не в деньгах, в свободе. Он перестал оглядываться назад, перестал искать виноватых. Понял, что все, что произошло, было нужно, чтобы избавиться от иллюзий, чтобы понять, кто рядом из любви, а кто пока удобно. С каждым новым городом он будто сбрасывал слой старой жизни. Теперь он не был тем, кто сидит дома. Он был человеком, который сам построил свой мир. Иногда, поздними вечерами, он открывал ноутбук не ради работы, а чтобы просто написать заметку для себя. В одной из них он написал: «Когда я сидел дома, я создавал будущее. Просто никто не видел, даже она. А теперь это будущее стало моей жизнью». Она все еще жила в том же городе. Все тот же маршрут, дом, офис, вечерние звонки. Работа не изменилась, люди вокруг тоже. Только внутри стало тише. Она старалась не думать, но мысли все равно возвращались. Иногда вечером, листая ленту, она натыкалась на его фото. Аэропорт, закат, ноутбук на столике у воды. Он все такой же, сосредоточенный, уверенный, живой. В его взгляде не было злости, ни обиды, ни горечи, только покой. И это было больнее любого упрека. Иногда она вспоминала тот день, как закрыл дверь, как не сказал ни слова. Тогда она не понимала, что это и есть финал, а теперь знала. И каждый раз, глядя на экран, думала: он стал тем, кем мечтал быть, а я осталась там, где стояла. Она все еще ходила на ту же работу, сидела в том же кабинете, где когда-то все началось. Только теперь, каждый раз, закрывая дверь, смотрела на ручку и ловила себя на мысли, как мало нужно, чтобы разрушить целую жизнь. Он больше не вспоминал о ней, не потому что забыл. Просто все, что нужно было сказать, он сказал тогда, своим молчанием. Иногда жизнь рушит нас не для наказания, а для перерождения. Он понял это не сразу, только тогда, когда перестал бороться с прошлым, когда впервые по-настоящему почувствовал, что дышит свободно. Все, что казалось потерей, оказалось началом. Он больше не строил планы на десятилетия, не искал гарантий. Жил сегодняшним днем, работал, куда тянуло сердце. Ему больше не нужно было никому ничего доказывать, ни ей, ни миру. Он доказал себе, что даже после предательства можно встать, выдохнуть и стать сильнее. Она иногда все еще смотрела его фотографии. В них не было роскоши, но было то, чего у нее не осталось– спокойствие. Каждый раз, закрывая ленту, она чувствовала ту самую пустоту, которая приходит, когда осознаешь: человек, которого ты недооценил, все-таки смог, без тебя. А он просто жил, без ненависти, без сожалений, без желания возвращать. Потому что понял, настоящая свобода начинается не тогда, когда ты уходишь от кого-то, а когда перестаешь оглядываться. Если она задела ваше сердце, подпишитесь на канал «Голос истории», поставьте лайк и напишите в комментариях. Можно ли простить человека, который ушел не ради другой, а ради себя? Каждая история здесь– это напоминание, что иногда потеря– это путь к настоящей свободе. С вами был канал «Голос истории». Берегите себя и своих близких. И помните, не все, кто сидит дома, ничего не делают. Иногда именно они строят будущее, о котором другие только мечтают.